Доброго времени суток. Продолжаем разработку мобильного приложения и наши стримы, которые действительно обучают и повышают IT-насмотренность. А для того, чтобы посмотреть с самого начала, есть QR-код. А если не настроено окружение, то вот QR-код там второй, который появляется, или третий, который появляется, это по настройке окружения. Работает только в том окружении, которое показал, как настроить. Продолжаем нашу мобильную разработку. А что, допустим, сейчас еще не запущено? По-моему, GPS у нас не подключен. Давайте попробуем это сделать сегодня. Перезагружаю Cloud. Знакомлю его с проектом. Так, и документацию, наверное, по тому, как работает API. Архитектура. Наверное, тоже пусть почитает. И надиктую. Сегодня делаем GPS. Чтобы он знал контекст, потому что бывало такое, что он без контекста останавливается. Говорит, ну я почитал чуть-чуть того документа, чуть-чуть того, о чем мы сегодня будем делать. Ну, такой, как человек разумный. Зачем я зря буду расходовать свои ресурсы, если я не понимаю, что мы сегодня будем делать? Ну, в принципе, его тоже понять можно. Вот, это он начал как раз с ответа о том, что сегодня делаем GPS, и уже в контексте тогда он понимает, что смотреть и на что, может быть, больше обращать внимание. Так, что именно делаем по GPS? Одна точка при тревоге. Реализовать при нажатии «Меня похитили», сразу взять координаты и отправить через пост. Контакты получают точку. Точка при тревоге раз в 10 минут. Тоже фоновый цикл во время GPS-трекинг, даже без тревоги. Полная фоновая отправка. GPS всегда опционально для Pro, а только функцию проверки permission. Я выберу 5, 4, после этого 1, 2 и 3. Ну и я думаю, у нас приложение сейчас не будет работать. Оно странно. По идее, не должно работать. Если я из него выйду, попытаюсь заново войти. У нас, по идее, должен лежать сервер из-за того, что был полностью выключен компьютер. И у нас ExpoGo сервак должен был лечь, а мы его здесь еще не поднимали. Или он сам просто молча его поднял. Не знаю, может быть, потом отвалится, но посмотрим. Пока что работает, и будем с этим взаимодействовать. Да, все ли ок?
или задание серверному хочешь дать. Ну и дадим ему ссылку на то, где это находится. То есть в темп он записывает свои задачи сюда. Полностью все ему, весь пайплайн, напоминаем, весь процесс разработки. А что я хотел еще здесь? Я хотел скопировать правила работы со мной и скопировать его в серверную часть. И дать ознакомиться нашему серверному. Сегодня работаем с прикручиванием GPS. Отправляю. Пересматривает правила, как срабатывает, как включается паника, как останавливается паника, то есть логика. По серверу вроде бы ничего не надо, эндпоинты вроде бы уже есть, начинает работать. Буду надиктовывать. Хочу, чтобы ты коротко мне сказал, какие у нас правила насчет логирования, ну и где они прописаны, кратенько так просто, чтобы ты освежил в памяти, чтобы я был спокоен, что ты это все помнишь. И скажи, в написанном тобой коде соблюдены ли эти правила? Проверим, насколько он действительно вообще помнит, как нужно логировать, потому что, ну вот у нас были определенные проблемы с невозможностью логирования и невозможностью понять, где что-то отваливается. Поэтому, ну, он придумал там какую-то космическую сложную неправильную вещь, но я ему просто сказал, да, просто вводим элементарное логичное логирование действий и все. И он такой, да, гениально. Что логируем, что не логируем, соблюдены ли в моем коде. Location логирует. Точные lat, lon не пишутся, только accuracy. Это сделано намеренно с комментарием в коде. Start, stop. Без геолокации, да, окей. Здесь я не понимаю. Давайте уточним. Точно ли не нужно логирование? Давай ситуацию. Получается, у пользователя что-то отваливается, и он не программист. У него появляется кнопка «Отправить логи», и там есть вся информация, которая нам нужна. Здесь информация есть, которая, может быть, нам нужна, на какой стадии человек что делал и что у него отвалилось.
То есть вот если общее правило такое, что мы входим в функцию, у нас срабатывает логирование, и если функция выполняется по факту, то тогда мы тоже логируем, что функция выполнилась. Если какая-то ошибка, то мы ее ловим и записываем в логи конкретное имя ошибки и понимаем, на каком этапе она сработала. То есть вот исходя из этой логики, нужно ли нам логирование и правильно ли написано правило. То есть, может быть, там правила написаны неправильно, потому что там написано какие-то основные моменты логируются. Я хочу, чтобы логировалось все, что не связано с тем, что запрещено логировать. То есть, допустим, если это какие-то там личные данные пользователя, то они нам не нужны. Но то, что он повел мышку влево, условно говоря, слеснул вверх, и в видимости находились такие-то элементы, потом он тыкнул в такой-то элемент, и он не сработал, то это логирование я полностью хочу видеть, даже если оно будет там 100 мегабайт или 200 мегабайт. То есть вот исходя из этого, может быть, само правило про логирование написано неправильно, и ты выполнил правило, которое неправильно было написано раньше мной. Давай обсудим, как мы логируем, что логируем, и как мы пишем логи, потому что это, прямо очень важно для разработки и для дальнейшего поддержания кода и работоспособности самой программы. Так, вставили ему такую штуку, пусть думает. Так, он обдумал, я сразу стараюсь добавить динамики в наши стримы, то есть пока он думает, я выключаю, и только если я что-то читаю, какую-то информацию или принимаю какое-то управленческое решение, то я включаю запись, чтобы с вами делиться, чтобы у вас был чистый опыт. Текущее правило ограничительное, прямая цитата, entry-exit boundary вместо каждой строки, и список, что не логируем, включает helper функции, каждый рендер, args функции, это противоречие тому, что ты хочешь. Ты хочешь, по сути, логируя все, что не запрещено privacy фильтром, да. Это разные философии, текущее правило, экономия объема и шума, твое максимум контекста для дебага. Я готов спорить за компромисс, потому что у обеих позиций есть смысл. Про твоей позиции локально ротация 7 дней, объем не проблема, юзер не программист, чем больше контекста, тем легче чинить. Невидимые баги, юзер тапнул, ничего не произошло, без UI-логов мы их не увидим. Контра. Но что хочу обратить внимание, каждый скролл-тап очень много ввода-вывода на слабых Android-телефонах с медленным флеш может тормозить именно от логирования. Флеш раз в 5 секунд уже сейчас, но если событий 1000 в минуту, переполнение буфера, Butterbrain на постоянном файловом write, шум скрывает сигнал, когда логов на 7 дней по 200 мегабайт, найти, что отвалилось, это греб по миллиону строк. Сейчас структура entry API call exit читается за минуту. Boilerplate, каждую функцию обернуть в try-catch с логом, легко забыть, лучше иметь wrapper типа wrap, async, name, он уже упомянут в login MD. Что я предлагаю как middle ground? Пока мне, да, понятно, то есть UI-ку, если собирать будет многовато всего. А что я предлагаю? Все функции, супер, без исключений, критичности, все брать ботчики, супер. Mount and mount, да. Не логировать pure render, styling helper, форматеры типа form bytes, inline, лямбды без прочих эффектов, не логировать каждый скролл.
Так, давайте четвертое. Мне его сокращение непонятно. Согласен и перепиши правила, чтобы на будущее и знал, что я хочу логировать. Ну вот польза от того, что находиться здесь, я когда ему сказал, что сохрани это на будущее, то я имел в виду документацию проекта, а он записал себе в локальную память, и если, ну вот у меня компьютер часто в ремонте, то он просто слетает вся память в ноль, и надо... Ага, короткое резюме правил обновлено. Давайте глянем, что он там обновил, потому что я уже думал ему писать какие-то пояснения, что как-то по-другому должно быть. Так, ну он нормально так обновил здесь всего. Здесь. Так, файлы. Экспорты, импорты. Правила владельца. Да, вот это вот. Логируем максимум контента для... Давайте это посмотрим в удобном режиме. Где тут... тут что? Поменялся интерфейс. Я тут обычно... Где-то вот здесь вот визуально было... Ага, вот. Надо было клацнуть в эту часть экрана. Логируем максимум контекста для реконструкции действий юзера. Юзер не программист, нажмет «Отправить логи», и в них должны быть вся история, хранится 1 неделя, локально, ротация автоматом. Все функции, хедеры, mount, все API запросы, React Render. Что не логируем? Scroll, pan. Ну, отлично, я доволен. То есть, во всяком случае, он не только локальную память обновил, но еще и здесь информацию, так что можно это, то, что я хотел ему надиктовать, не делать. Все окей. Хорошо, по логированию я понял. По GPS, получается, я могу уже тестировать на мобильном устройстве. Вначале там доступ, а потом работает ли отправка паники при нажатии кнопки или при введении неправильного пароля пин-кода 5 раз. Да, то есть могу это уже пробовать сделать. Так, и вопросик ему. Значит, сразу попробуем оттестировать. Здесь это еще в разработке, но GPS у нас уже работает. Но вначале дождемся ответа, что он ответит. Сейчас выполнено, как я и хотел, что все зеленые проверки, они соединяются в одну панель, только я имел в виду, что если я клацну по этой зеленой соединенной панели, то она развернется в список всего, что проверено и что работает корректно. Вот, добавь, пожалуйста, эту функцию. Мы пока зашлем ему вот это сообщение, а сами в это время почитаем, что он выше написал. Как тестировать, как не тестировать. Имейлы вроде бы придут правильные. Так, тест 2 паник пин. На лог-экране закрой полностью, свайп вверх.
От 3 до 5 неправильных пин-кодов. Закрой ап, открой. Откроется как обычно. По дизайну атакующий не должен заметить. Тест 2. Не в смысле дважды надо ввести, а один раз паник пин, да, все правильно. Давайте это и оттестируем. Значит, посмотрим вначале, кто у нас в контактах. Стоит мой реальный email для того, чтобы смотреть реальные файлы и как оно действительно по факту отрабатывает. На одноразовые почты оно почему-то не приходит. Так, нам, получается, надо выйти из приложения, зайти в приложение. Я вроде бы вышел из приложения, но оно не закрылось. Сейчас я попытаюсь понять, как это сделать. Наверное, закрою вначале. Физически слистну само приложение. Перезапущу зеркалку. Войду в Expo.go. Зайду в приложение. Ну да, вот помните, я говорил, что у нас же подними Expo.go. Подними Expo.go сервер. В прошлой видеозаписи мы с этим столкнулись, там ошибки сейчас будут выдаваться, там куча странных предположений от него будет. Вот, но по факту просто не запущен сервак. Он пытается вспомнить, как запустить Expo.go сервак или что? Давайте это тоже ему надиктуем. Скажи, пожалуйста, где-то сейчас написана инструкция, как поднимать сервак Expo.go, и написано ли, что если ты искусственный интеллект с новым контекстным окном, проверь, запущен ли Expo.go, если нет, то запусти. Если это где-то, коротко ответь мне. А пока пробуем переподключиться. Вот уже сейчас загрузка пошла. А наш панический пин-код это 2.2. И войти. Только сейчас спрашивают у меня, включить геолокацию или нет. Нет, спасибо. Но при этом вся система показывает, что все окей. У нас сейчас ошибочно, то есть ложноположительный тест на разрешение по GPS, потому что когда я ввел неправильный пин-код, у меня спросили, готов ли я поделиться своим местоположением. Представь, похититель захочет ли поделиться своим местом нахождения? Гарантированно, что нет. Проверь, как проверяется сейчас GPS. И почему повторно запросила разрешение на поделиться GPS
при том, что вся система показывает, что она работает исправно, и что GPS разрешен всегда при использовании приложения, и тут при, получается, неправильном пин-коде, там, где все скрыто должно быть, у похитителя спрашивают, хочет ли он себя раскрыть истинное местонахождение. Но это же неправильно. А скажи, почему так получилось и как ты исправил? Так, копируем в него. Короткий ответ: нет, такой инструкции для ИИ нету. Упоминается только как команда для человека-разработчика. Инструкция для AI проверь запущен нет. Нигде нет. Ни в Cloud Instruction, ни Project MD. Добавь. Ну и скопируем ему контекст, чтобы он понимал, о чем это я. Как освободишься, то. Чтобы он не прервал текущее задание, которое я ему дал. И давайте еще почитаем, что он выше написал. Сервер поднят. Так. Необъяснимые баги. Не понимаю, почему. Предупреждение не критично к сведению. Экспо пишет, что версия 4 пакетов не совпадает с ожиданиями для SDK 54. Давайте спросим у серверного, надо ли что-то с этим делать. Там контекст не хочу нарушать. Нужно ли с этим что-то делать? Или так? Ок. Ответ до 30 слов. Пока ок, если GPS будет глючить, запусти, чтобы поставить правильную версию. Остальные 3 трогать не обязательно. Ну, окей. Потому что, для меня сообщение, которое я написал, сложное, я не понимаю, как с ним работать. Что готово, что изменилось? Зеленая карточка, система готова к работе, теперь тапабельна. Давайте посмотрим. Да, вот это мне уже как-то приятно смотреть, что так она свернута, но и возможность есть управлять. GPS, координаты разрешено. Открыть настройки. Так, получается, пока у нас все разрешения выдаются на ExpoGo вместо нашего приложения. То есть нам, получается, надо зашивать это в какую-то APK-шку, чтобы устанавливать. Тут уже идут серьезные разрешения, поэтому именно ExpoGo, наверное, хорош для быстрой тестировки UI UX. А так, я думаю, надо... Получается, чтобы тестировать приложение полноценно на моем Android-устройстве, это мы должны установить какое-то APK-приложение, и ты должен генерировать какую-то APK-шку, которую я буду разворачивать у себя на мобильном приложении. Тогда я смогу выдавать точное разрешение не для ExpoGo, а для конкретного приложения. А так лучше всего работать и тестировать работоспособность приложения. Я думаю, да. Давайте ему отправим, и готова сводка по GPS-багу. Корень
мог триггерить системный промпт H-case на Android, несмотря на мою проверку. Она читает кэш статуса нереальное состояние. Какое нереальное состояние? Особенно опасно только в этот раз. Fix переключается на get last known position async. Он по дизайну никогда не вызывает промпт. Если кэша нет, возвращает 0 молча. Трейд-офф точка может быть до 10 минут устаревшей. По query задач. Но это не то, что надо. Тут задача не в том, чтобы не выводилось это сообщение и как-то построить какой-то костыль для того, чтобы это сообщение не выводилось, а смысл построить систему так, чтобы все работало, а не чтобы не выводилась система. То есть ты пытаешься чинить уведомление о том, что включить ли геолокацию, но это уже поздно, это уже значит, мы пропустили важные шаги на предыдущих этапах разработки. Ошибка в том, что неправильно отображается проверка системы. Проверь, как сейчас проверяется система, и она должна каждый раз считывать факт. Не что-то, как ты написал, буфер чего-то там. Ну, это ж вообще жесть. Как такое можно было вообще закладывать в логику? Ты написал какой-то кэш. Оно загружает. Но мы, конечно, должны тестировать факт. Здесь и сейчас работает ли все, а не какой-то кэш. Ну, зачем такое делать нельзя? Это, просто противопоказано. Это красный флаг, красный свет, невозможно, запрещено. Работая в этом направлении. Вот такая вот жесть творится. Сегодня мне очередной раз написали мои уважаемые подписчики о том, что они устанавливают оркестраторы и хотят построить эти-систему. Но вот видите, как ИИшка творит лютую дичь, причем это лидер рынка номер 1 в мире по созданию кода. И пока что я пробовал оркестраторы, у меня не получилось с ними. То есть нужен человек в разработке, который будет оценивать всю жесть, которую и творит, и пытаться вовремя направить в нужное русло. Так, что здесь у нас написано? Подожди, тут важный нюанс, не путать две вещи. Текущая GPS-проблема — это баг в моем коде, не ограничение ExpoGo. Я только что ее исправил, переключил на get last known position async. Сначала перезапусти ExpoGo. Хорошо, сейчас крашнем систему. Слеснем это приложение полностью, чтобы его не было. И перезапустим. Запускаем. Давайте 1.1 войдем. Обычный пин-код. Вроде бы все сработало, да? Нажимаем «Меня похитили». Да, отправить. Тревога уже идет, активная сессия уже существует, повторно письма не отправлены.
Давайте это поправим. Я думаю, что правильный текст и правильная логика, которая сейчас реализована, она чуть-чуть другая. Что, с одной стороны, повторно записывается 30-секундное аудио, делается фото фронтальной камеры и заново шлется GPS по факту триггера нажатия кнопки тревоги. И при этом уведомляется пользователь о том, что файлы, которые нужно было отправить при тревоге, они уже отправлены контакту. То есть вот это более правильная и логика, и надпись, которая должна выводиться. Так, и давайте скопируем то, что я надиктовал. Пусть он это еще думает. И глянем, что там. Foreground GPS Loop, то, что мы делали. Да. Это вопрос, нужен ли APK. Background GPS экран выключен, app свернут. Нужен APK. Background Heartbeat раз в час, да. Так, как делать APK, если решим isBuild, облачный сервис Expo, я не могу собрать сам. Нужен твой Expo аккаунт, бесплатный тариф, 30 сборок, альтернатива NPX Expo, Run, Android локально, но требует Android Studio, JDK, Great. На твой Windows машине это Марокко на старте. Но у нас уже это установлено. У нас это все уже установлено. Я знал про эти риски и необходимости заранее, и на канале показывал, как устанавливать Android Studio, и вот сейчас она как раз пригодилась. Так что, да, ты можешь ее просто найти и сделать АПК-шку без всяких ограничений, без всяких платных версий, без всяких созданий аккаунтов где-то там. Да, просто найди и сделай тогда мне АПК-шку из этого файла. Давайте напишем, когда освободишься, то. Ну и пусть кодит. Запись ведется, звук пишется, хорошо. Так, наш фронтендер, он начал... Так, пишется и звук, и видео, хорошо. Он начал искать, где у нас находится Android Studio, для того, чтобы при помощи его SDK в Android Studio создать APK-шку. Вот, ну, вы можете глянуть там наш раздел «Установка окружения», и там это есть, как установить Android Studio. Понадобился уже. Это хорошо. Наш фронтендер говорит, что вроде бы все закончено, что он запустил все необходимые команды, и что сборка уже будет готова. Давайте глянем, то есть по этому пути, есть ли у нас там что-то. Здесь, я думаю, ошибка была в... Нет, вроде бы нету никакой ошибки. Я не понимаю, в чем дело. Не существует. Давайте проверим,
слэши и бэкслэши, может, здесь используется в другую сторону, в ту же. Только запустил сборку. Просто его не запустил. То есть обманул нас, что надо ждать, а никакого процесса не было. Только сейчас начал. Обманывал нас. Говорит, что происходит, да? Зависимости уже скачаны, идет компиляция. Kotlin Java нативки. Папка создается только в самом конце, поэтому я пока нет. Это нормально. Подожди еще. Я получу уведомление. Можно ли, чтобы APK создавался у нас в... Ну, давайте укажем какое-нибудь место в проекте, где tests и новая папка APK. Скопируем ее и скормим ему. Ну и зададим вопросы. Серверный у нас тоже трудится. А можно стандартный путь поменять? Чтобы не ходить куда-то непонятно куда. Чтобы все было в рамках проекта. Он как раз собирает внутри проекта Android App Build Output APK Debug. То есть это как раз в рамках нашего проекта и должно было происходить. Я был, получается, невнимателен. Android App Build Outputs APK и здесь debug. То есть это он уже создал. Хочу cowork. Беру файл. Может быть, как-то его по-хитрому скопировать ссылку на него. А здесь удалить. Ну, надиктую суть задачи. У меня подключен мобильный телефон, и нужно на него установить эту APK-шку. Он уже вроде бы в режиме разработчика подключен по кабелю USB к ноутбуку, и сейчас уже идет зеркаливание экрана. Как установить эту APK-шку? Посмотри проект, нужно ли окружение, как вообще правильно установить.
То, что обычно я видел, это необходимо просто скачать эту АПК-шку на мобильный телефон, потом просто кликнуть по ней и разрешить установку неподписанных приложений из неизвестного источника, и тогда уже все сработает. Вот, но здесь я на всякий случай спрошу, может что-то, нечто поменялось. Он не видит, пока я не нажму Escape. То есть Escape я прерываю все его запросы, но в режиме авто он сразу подхватывает и начинает обрабатывать уже с последнего моего. Поставлю на оба. Видите, как ничего не сломает. Ух уж эти ишки. Вот они и делают выборы, поэтому жесть всякая происходит. Как ты установил? Ну, то есть хорошо, что он установил. ADB install, по-моему, что-то я помню там такое. Расскажи мне, как ты установил, чтобы я, вспомнил, как это делается. По-моему, ADB install, если через кабель. Да, ADB. У тебя он лежит здесь, в SDK. В пас его нет, поэтому я звал по полному пути. Ну, добавь в пас. Добавь в пути. Это ему отправим, чтобы он добавил. Установка APK на конкретное устройство. Ну да. У меня получается не просто ADB install, а тут еще надо было указывать конкретное устройство и где лежит сама АПК-шка. Переустановить поверх, сохранив данные, если версия ВПК ниже установленной. Класс. Супер. Я, да, переназову. АПК, по-моему, только в андроиде. APK install. Ну и пути перепривязались. Давайте мы проверим. Да, все работает. Он привязал пути правильно. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Закрываем. И возвращаемся в наш... Так, что-то у нас... Тут серверный уже все сделал или просит от меня? Просит от меня. Вопросы сразу коммитить и пушить. Да, подтвердил ему, что можно коммитить и пушить. Что у нас здесь? Command contain script. Проверить, что АПК собрался, посмотреть последние... Да, все нормально. Я думаю, не надо. Если мы уже установили, то можно попытаться вернуться домой. Так, трансляцию я пока с мобильного уберу, но гляну. Да, есть такое приложение, оно действительно установлено. Я его перетаскиваю на главный экран и перезапускаю трансляцию. Так.
Давайте еще вот эту вот штуку сделаем. Alt-Enter. Нет, сюда Alt-Enter. И название. Копировать. Окей. И мы вставим его сюда. Сделай из него файл, который я смогу разместить в футере Win11, к примеру, что-то такое. Где у нас другие? К примеру, Explorer Exe. Explorer Exe. Explorer.exe. Обертку для LNK. Хочется уже здесь иметь такую кнопочку, потому что слишком часто я туда захожу и слишком часто я перезагружаю, так что быстрый доступ сделать еще ближе, чем один клик и второй клик. В один клик, я думаю, экономия времени будет хорошая. Так, но пока он там работает, то мы можем просто зайти по старинке. Запустить его. И глянем, что у нас здесь. Я перетянул на главный экран наше приложение. Unable to load script. Копируем. Ну, хорошо, что АПК-шку начали загружать. Может, она более полноценное тестирование нам дает. Смотрю на АПК, которые установлены. Что скажешь? Ну, вот это наше скопируем. И глянем здесь. Готово, создал на рабочем столе. Иконку еще прикольную сделал. Молодец. Пусть будет здесь. И давайте попробуем. Мы его крашим и запускаем. Да? Все, огонь. Супер. Спасибо. Хорошего зеркалирования, пожалуйста. Так, давайте глянем, что у нас тут. Пока еще информации нету, тогда выключаю. Так, он говорит, что облажался, когда собрал мне debug APK. Это не standalone. Сейчас я объясню и переделаю в правильный. Что такое debug APK? То, что у тебя сейчас JS-код не вшит внутрь APK. Ну да, я же вот видел, что какое-то APK-шка и куча файлов вокруг. При запуске пытается скачать индекс Android Bundle с метра как ExpoGo, без метра ошибка, которую ты видишь. Это режим для разработки с hot reload, не для самостоятельной работы. Что нужно? Релиз APK, JS-код вшит внутрь при сборке. Ну, конечно. Работает без метра, без интернета, для самого app. Можно запустить хоть в самолете. Ну, да, так и надо. Что-то, что ты ожидал получить. Ну, как бы да. Что мешает прямо сейчас? Ну, нет смысла.
Хорошая новость, релиз Sign-in уже настроен, используется как fallback, просто запускаю сборку. Да, запускай. Так, вроде создан уже полноценный APK файл. Давайте глянем. Так, документы сворачиваем, АПКшка. Сколько она весит, интересно? Хочу посмотреть. 64 мега. Класс. Маленький файлик. Давайте также через десктоп установим. В этот раз как-то долго он ставит. Возможно, мне придется удалить просто вручную это приложение с мобильного, и тогда как-то уже веселее оно пойдет. Потому что как-то он долго и, наверное, сейчас выдаст ошибку. А в чем, я думаю, есть ошибка? Он выписывал, что если версия новая, то тогда новая версия перезаписывает поверх старую. Но у нас нету версии, и фактически это та же самая версия. Поэтому, может быть, его логика сломалась, и он сможет это сделать только если там пусто и ничего нету. Хотя сейчас написал, что вроде бы ставит, то есть до этого просто выполнял предыдущие какие-то действия команды. Ну да, столкнулся с проблемой, что блок я удалю прошлое приложение полностью, чтобы его не было. Готово. Пусть ставит. А то он что-то завис, потом я его растормаживал, потом он там говорил, что сейчас проверю, но не то запустил. Ну, короче, неинтересные штуки. Вроде бы все запустилось, давайте пробовать. У меня на экране мобильного телефона было написано, что доверять ли этому приложению. Ну и я выбрал, что не нужно никаких дополнительных проверок. Давайте попробуем зайти в него. I was kidnapped.com, вход, регистрация, email. Это все заново. Давайте сделаем camel letters. Сделай, пожалуйста, доменное имя camel letters для названия. И сейчас визуально есть ощущение, что доменное имя слишком близко находится к увеличению размера и к кнопке бага, то есть надо где-то сделать еще где-то 4-5 пикселя опустить чуть-чуть ниже. Вначале скопируем контекст. И скопируем так, ну это уже
Не знаю, сколько записей было, но у меня больше часа. Поэтому, наверное, скоро буду заканчивать. Надо как-то посмотреть, что есть конечная точка, на чем можно закончить. Я думаю, прерваться прямо сейчас. То есть главное, что вы научились за сегодня, это как создавать АПК-шку и как уже делать проверку не через ExpoGo, а полноценную с разрешениями, с правами, как создавать АПК-шку, как делать правильный релиз, как устанавливать на фактическое физическое устройство для тестирования. Я считаю, что это хороший результат для продакшена, так что вот так вот мы плотненько двигаемся к продакшену, к тому, чтобы пользователи нас увидели. Я верю, что это супер полезные стримы, записи, стримы. Спасибо, что смотрите, спасибо, что лайкаете, спасибо, что подписываетесь. Классно, что добавляетесь в Telegram-группу. Желаю вам финансового благополучия, создавайте отличные IT-продукты, будьте финансово богаты. Желаю вам всех благ.